Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в зимней раскраске. Сначала давайте посмотрим, что у меня тут уже раскрашено в прошлом сезоне. Ну и откроем новый сезон. Тут вот первые 3 иллюстрации по порядку. Здесь блестки, луч. Жаль, что камера, как всегда, не передает всей красоты этих блесток. Здесь и акварель, и перламутровая акварель, блестки, гелевые ручки. Всего понемногу. Так, дальше посмотрим. Так, здесь не раскрашено. Ну, в общем-то, я по одной иллюстрации в месяц крашу. Вот еще такая мне нравится, в принципе, уютненькая картинка. Ну и вот это вот. Ну, раз закладка, значит, раскрашивала где-то в феврале этого года. Получилось ярко. Сейчас думаю, что буду в этот раз красить. Но вот если по порядку, то получается вот эта иллюстрация, честно говоря, не очень-то ее хочу сейчас красить. Она, конечно, хорошая, но пока не хочу. Вот, может быть, вот эту. Скорее всего. Очень мне нравится она. Надо подумать. Бумага здесь вполне хорошая. Детскую акварель выдерживает. Да. Пожалуй, к ней приступлю. Я взяла вот эту акварельку, луч из-за блесток, хотя вот они мне меньше всего нравятся. От луча в тюбиках блестки гораздо лучше, но все-таки. А так акварелька хорошая. Также я буду раскрашивать перламутровой акварелью луч. Тоже положила. Ну и для контура акварельные карандаши Vista Artista, потому что как-то вот данный метод, видимо, здесь идеально срабатывает. Сами карандаши хорошо размываются. Ну, я не знаю, мне почему-то и в том году, и в этом вот именно так захотелось красить. Хотя я когда... В общем, я уже и забыла, что я в том году также красила. Просто я так посмотрела сейчас. Оказывается, я тоже так контур обводила и размывала. Почему-то именно так здесь хочется красить. Ну, посмотрим, что получится. Начала я со светло-зеленого. И буду, конечно, с темно-зеленым чередовать. Хорошо, если ничего не попутаю, потому что здесь много чего наверчено. Меня еще просто в сон клонит очень сильно, хотя я встала, выспалась, и, в общем-то, еще утро. Не, ну можно, конечно, пойти поспать, но на самом деле у меня много всяких сейчас занятий, и хотелось бы их за сегодня успеть. Хотя бы процентов на 80, потому что нужно и какие-то влоги снять, какие-то озвучить, смонтировать, и помимо этого вон мыло варить сегодня нужно. И еще всякие дела. Я получила свои шарики надувные, которые вот Макаронс. Ну, заявлено было 100 штук, положили даже 101 шарик. Но что меня разочаровало, это обилие
красных шариков. Вообще они должны быть нежные, пастельные такие, но красный он как-то не сильно тянет на пастель, хотя понятно, что это и не ярко-красный цвет. Естественно, я написала гневный отзыв, но по сути оказалось, что вот этот красный шарик, когда его надуваешь, он становится таким нежно-розовым. Но в любом случае это какое-то слабое довольно-таки утешение. Вот. А все остальные шарики довольно бледные, проигрывают, так сказать. Если сравнивать с красными и вообще. В общем, какая-то печалька. Ну а в других местах таких оттенков не купишь. Я даже на китайских сайтах смотрела, там и ценник значительно выше. Пожалуй, я, конечно, сейчас сварю себе кофейку, попью, потому что рубит со страшной силой. Ну, я так еще понимаю, у меня аллергия какая-то, потому что я заторможенная, и обычно это бывает у меня при аллергии. Не хотела сейчас пить кофе, но все-таки рискну. И сегодня, поскольку нужно много всего успеть, я составила для себя расписание, чтобы прям четко, чуть ли не по минутам все делать. Посмотрим, удастся мне или нет. Но мне так значительно проще. Ну и вот здесь еще немножко надо обвести. Потом я добавлю перламутровую акварель луч для большей яркости и для блеска. Возвращаясь к расписанию, у меня как раз кофе сейчас явно не по расписанию, но, наверное, все-таки сварю, попью кофейку, чтобы можно было спокойно снимать и не зевать. Хотя попалась мне тут недавно статья про кофейную толерантность. Ну, это когда наш организм привыкает к кофе, он довольно быстро привыкает. Ну, у меня, да. У меня он как-то привык и все, и не отвык. Ну, приступлю к размытию. Я еще подготовила вторую раскраску, которую хочу задействовать в этом влоге, но сейчас думаю, наверное, я лучше устрою уборку. Хочу все тут в творческом уголке убрать, разгрести. Пожалуй, так и сделаю. Сейчас все это дораскрашиваю, ну, до какого-то момента, и правда более активной деятельностью займусь. И на данный момент даже полезной. Потому что не люблю беспорядок, а он так или иначе накапливается. Вот и буду убираться. У меня тут рядом моющий пылесос стоит, потому что я вчера мыла линолеум. Ну, в смысле, мою-то я его регулярно. Просто он у меня под дерево, и там не плинт, а именно вот ребристая поверхность. То есть это даже не всегда сразу отличишь, что это линолеум, он хороший. Но со временем, конечно, нужно со щеточкой пройтись, даже несмотря на моющий пылесос. Ну вот я вчера этим, так сказать, перед праздничками и занималась. Поэтому еще моющий пылесос не убрала, и думаю, на столе будет пыль, вот это все убирать шикарно. Потому что у меня тут есть еще одна зона, где стоит компьютер. Я там практически не сижу, и, соответственно, пыли там копится больше, потому что раз не сижу, я на эту зону внимания не обращаю практически. Вот, и тоже нужно разобрать. Я еще летом, как из Питера приехала, кинула туда DVD-шник, который мне друг починил.
Ну, я, в общем-то, ни DVD, ничего особо не смотрю, но что-то у меня их несколько, и что-то один потребовался, и какая-то ерунда с ним. Ну, короче, его надо поставить на балкон, как раз там будет хорошо к телевизору, но я так еще и у меня руки не дошли до этого момента, вот тоже. Купила туда новую термосалфетку, вот эту большую, правда, принт мне не понравился, и еще он не горизонтальный, а вертикальный, но все равно надо тоже вот все убрать, сложить. Ну, кстати, очень удобно моющим пылесосом. Я, например, вчера окна немножко помыла, потому что изнутри я протираю часто окна, а снаружи в этом сезоне поленилась. Кто-то уже 2 раза и по весне, и по осени помыл. Ну вот я вчера пылесосом, так здорово. Так что вот и творческий уголок сейчас уберу. Но тем временем, видите, за разговорами потихонечку процесс раскрашивания идет, хоть и не очень быстро. Ну, в общем, мне лично приятно никуда не торопиться, потому что обычно вечно спешишь. Но знаете, когда вечно спешишь, как правило, успеваешь. А здесь ничего не успеваешь, но такой релакс. Я сегодня еще даже время оставила себе такое чисто свободное. Планирую пораскрашивать без камеры. Но не знаю, дойдет до этого время и будет ли оно. Так, приступаю уже к перламутровой акварели. Для придания, так сказать, блеска. Мне с одной стороны нравится иллюстрация, с другой меня что-то эта елочка напрягает. Не могу понять, что конкретно в ней меня напрягает. Вообще, чисто как по мне, лучше бы здесь не было бы вот этих вот всех игрушек, нарисованных гирлянд. Разве что только бы снежинки. Просто я бы, честно говоря, не умея рисовать, все-таки уж гирлянды с игрушками бы как-то обозначила бы. Но они сейчас бы не мешались. Ну а снежинки, как бы, да, тут просто гелевые ручки и все. Если бы здесь не было игрушек, вот этого всего обилия, я бы, наверное, может быть, использовала бы даже не акварели, а мэджики. Мне кажется, что здесь даже это было бы поинтересней. Но не тот случай. Как-то немножко не продумано. А мне понравилось вот сочетание 2 оттенков из набора Vista Artista вот с этими 2. Прям классно. Очень симпатично. Вообще удивительно, действительно, я вот как-то рассказывала, и сейчас вот убедилась в этом, что я как-то задумалась, хотела бы я еще что-то себе из канцелярии там к Новому году в подарок или раскраски. Вот нет, реально, не то, что мне это надоело, а вот вроде как все есть, и уже ничего не хочется. Единственное, что может быть, докуплю себе одну краску белых ночей, вот, которая серебряная, но какое-то светлое серебро, потому что я задумалась недавно о покупке, потом решила, что, ну, вот в Луче у меня еще несколько новых наборов, но вообще, наверное, куплю, потому что, скорее всего, белые ночи в таком оттенке, наверное, протекать не будут, да и полно раскрасок, к тому же зима, все дела, я думаю, сгодится. Лишним не будет. Золото это вряд ли, может, когда-нибудь потом.
оно у меня не идет, в принципе, в большом количестве. Вот гелевые ручки золотые еще как-то двигаются. Поэтому, наверное, ближе там к Новому году, ну, может, через недельку загляну в Леонардо. Я там часто бываю у этого магазина. Может быть, приобрету себе. Потому что как-то думала, и мне не хочется приобретать вообще лишнего, ненужного, что не идет, потому что и так и масса вот оттенков, которые не используются. Но серебро, думаю, зайдет. Ну что, елочка постепенно оживает. Конечно, нехорошо, что я так в кадре боком, но просто мне хочется, чтобы вроде и видно было, и чтобы мне удобно было раскрашивать, чтобы меньше потом косяков за кадром исправлять. И вот какое-то время снимала, когда ракурс был с самого верха камера, но я что-то поняла, меня это немножко напрягает, потому что я не могу контролировать, что именно я снимаю. Постоянно нервничаю, а вдруг там что-то будет не так. Мы сейчас посмотрим, как получится вот эта запись. Потому что я перешла на ракурс сверху из-за того, что была какая-то рябь. Ну, мне так казалось, что что-то такое меня не устраивало. А сверху этого не было. Вот сейчас посмотрим, как в этом видео. Не хочется мне думать, что придется все-таки сверху снимать. Это прям не совсем мне комфортно. Ну, может быть, после переустановки камера будет нормально, приложение работать. Но у меня именно на этом новом смартфоне такие косяки. На том нет. Вот эти я сейчас буду использовать, точнее начала использовать. И вот этот карандаш. Ну, то есть я сначала вот кружочки обвожу голубым карандашом. Вот. Ну, и размываю. Я просто решила, что сейчас все-таки фон сделаю. Отложу это все полностью просыхать как следует. И буду убираться. В общем, и теперь буду использовать краску. Сейчас размою. Я люблю сочетание вот такое, таких двух оттенков. Потом, когда это высохнет, может быть, я еще и перламутра сверху. Но вообще на кисточке долго перламутр остается, поэтому даже, может быть, и не потребуется. Вот, вроде симпатичненько выходит. Если яркость потребуется, всегда можно добавить. Размываются здесь краски хорошо. Ну, в общем, стала я сейчас снова этот набор использовать. Да у луча вообще все классного качества. Вон у них даже клей ПВА, из которого шикарно слаймы выходят всегда. А другой пробовала, не получаются. Те же, казалось бы, пропорции. Не, ну, смотрите, яркость это вполне достает. Нормально. Немножко на подарок заехала, ну, как бы переживу. Как-то это исправлю. В общем, сейчас все будет сохнуть. Положу. И сделаю включение уже с уборки. Всю пыль протру. Перестановки в следующий раз буду делать, а вот помыть все надо обязательно.
тут все не протекло. Так, ну приступим. Сейчас я все сниму с верхней полки. Тут надо будет протереть и сами коробочки, потому как тут я, знаете, некоторое время протирала только так, с краю, и сами коробочки, когда чем-то пользовалась, доставала. Не, ну, как бы здесь не грязно, естественно, но имеется в виду, что все равно, как бы. И пылесос. Все-таки удобная эта насадка, и вообще здорово, что можно так влажную уборку сделать. Просто обычно-то понятно, что я так каким-то спреем, тряпкой. Это все можно, тоже не проблемно. Но вот хорошо таким образом все убрать. Так, это у меня тут скотч. Сняла, потом какие-нибудь другие лампочки сделаю. Посмотрим. Вот. И как раз контейнеры, где у меня хранятся всякие карандаши запасные или те, что я не использую постоянно. Гелевые ручки. Нет, гелевые у меня вот в другом контейнере. Хотя новенькие здесь. Куда их столько накупила раньше? Непонятно совершенно. Так. Тут всякие карандаши, пеналы и прочая мелочь. И вот эти все мелкие карандаши. Там у меня хранится лупа, такая на подставке, но она тоже, в общем-то, не используется, поэтому ее можно убрать туда. Так. Ну и всякая мелочевка. Подставка под телефон, потому что смартфоны туда не влезают. Ну, может, для чего-нибудь еще приспособлю, или надо, в принципе, убрать. Ну, выбросить вроде как жалко. Там такая рыжая девочка с 2 хвостиками. Но просто сейчас это не актуально. Ну и внизу все убрать. Здесь пыль гораздо чаще протирается, но вот так вот вытаскивать тоже не всегда. Нашла нормальный клей, надо будет вот эти контейнеры склеить. Но вообще они мне не очень нравятся, из фикса прозрачные. Вот. Собакен у меня так иногда вздрагивает от пылесоса, хотя он его не боится, просто он сразу пытается понять, нужно ему место освободить, что я буду делать или нет. Потому что когда я там полы мою, он то с одного на другое место переходит. Так, ну и вот эту часть надо тоже помыть. Вообще супер удобно. Обожаю этот пылесос. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.